Здравствуйте, друзья! Западные СМИ сообщают, что Дед Мороз – развратник и пьяница. Статья с сайта ria.ru. Автор статьи Владимир Корнилов. Вот так вот западные СМИ сообщают нам, что Дед Мороз – развратник и пьяница. Имеется в виду русский Дед Мороз. Санта-Клаус, изобретенный Сталиным, все еще популярен, сообщила своим читателям самая тиражная голландская газета Der Telegraaf, рассказывая о российских традициях празднования Нового года. При этом снабдила свой очерк историями о том, как наш Дед Мороз закладывает за воротник и похабно пристает к юной Снегурочке. Одичалый племянник веселого Санты. Этот небольшой опус написал российский сабкор Der Telegraaf Питер Ватердринкер, давно известный поразительными сочинениями на тему жизни в России. На этот раз он поделился впечатлениями от визита в карельский поселок Челна и встречи с Дедом Морозом, от бороды которого, само собой, отчетливо пахло водкой. Отсюда и название колонки «Подарки и пары водки». В России все по-другому, пишет Ватердринкер, разъясняя отличия между русскими и европейцами, в том числе в традициях празднования Рождества и Нового года. А все потому, что Сталин в 1930-е годы самолично изобрел Деда Мороза, сказочную фигуру, лишенную всего христианского. И представляете, русские по-прежнему радостно встречают это изобретение Сталина, вместо того, чтобы перейти уже на признанного всем миром Санта-Клауса. Сравнивая двух новогодних персонажей, Ватердринкер пишет: как и наш Санта, Дед Мороз имеет длинную бороду, но в своей большой меховой шапке и чародейской мантии он скорее похож на одичалого племянника, краснощекого веселого толстяка Санты, чей образ был создан Голливудом и Кока-Кола. Кроме того, Дед Мороз – известный пьяница. Ходит немало историй о том, как он после веселого визита к ребенку, сопровождаемого очередной чаркой водки, начинал вести себя слишком свободно по отношению к Снегурочке, сидящей у него на коленях. Тем временем в самих Нидерландах традиционно разгорелись бурные дебаты по поводу собственного Санта-Клауса, Синтерклааса, а точнее его челяди. У голландцев с колониальных времен сложилась странная и своеобразная традиция. Роль нашей Снегурочки и, соответственно, эльфов, которые обычно сопровождают традиционного Санта, играют черные питы, маленькие темнокожие рабы. С 1980-х годов, постепенно нарастая, в стране вспыхивают протесты против этого обычая, признаваемого многими расистским и недостойным цивилизованного общества. На этом фоне голландец должен сильно постараться, чтобы усмотреть в нашем Деде Морозе или Снегурочке признаки одичалости и нецивилизованности. Традиция подносить чарку Санта-Клаусу или Синтерклаасу также вполне распространена на Западе. А уж пьяные Санта-Клаусы – это извечный сюжет американских рождественских фильмов, хоть Ватердринкер и считает, что голливудский образ Санты совершенно иной. Эта рождественская история, напечатанная в самой тиражной газете Нидерландов, отнюдь не исключение из правил. Для западных и в частности голландских СМИ в последнее время как раз тенденцией является изображение России и русских как чего-то дикого, нецивилизованного, опасного. Одна из голландских газет на своей обложке опубликовала в начале этого года безобидную русскую матрешку, из которой вылезают страшные щупальца, а внутри газеты эти щупальца, на этот раз идущие от православной церкви, опутывают бедную голландскую мельницу. Не случайно посол России в Нидерландах Александр Шульгин в недавнем интервью общественному голландскому телевидению заявил, что западные СМИ представляют Россию в виде гигантского вредного осьминога, нависшего над свободным миром, готового разрушить хрупкие демократии. История об одичавшем Деде Морозе или матрешке с щупальцами – лишь кирпичики в этой стене между нами, которую Запад пытается построить в сознании европейцев. Голландский бизнесмен Херон Кетиг
работающий в России с 1994 года, в интервью сайту Новини НЛ на днях довольно четко описал, как СМИ его страны представляют ситуацию здесь. Я могу определенно заявить, что голландские медиа очень предвзяты и однобоки, когда речь заходит о России. Регулярно встает вопрос о безответственных репортажах в том смысле, что они некачественны, что в них нет фактического расследования или что они содержат неправду. В Нидерландах мы настолько предвзяты, что доходим до своего рода бессознательной пропаганды. К людям, которые думают иначе, проявляется нетерпимость. В отношении Москвы различные лагеря у нас также нетолерантны. Если ты скажешь что-то позитивное о России, ты немедленно будешь представлен как полезный идиот или сторонник Путина. Вот это да! Похоже, что на Западе всеми способами пытаются очернить русских и Россию. Даже Деда Мороза приплели. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.